Предупреждаю сразу, информация для взрослой аудитории. Если вам есть уже 18, приглашаю присоединиться к моим рассуждениям. В этом видео попытаемся найти ответы на вопросы. Почему некоторые женщины любят фантазировать об изнасиловании? Почему возникает путаница в понятиях мужественность и агрессия? Важно ли для меня иметь отношения с партнером, играть единую мелодию, переплетаясь пальцами на волшебных клавишах, или предпочтительнее стоять одной у окна? Люди бывают разные, люди бывают странные, и отношения тоже. Добрый день, меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать вас в своем проекте Инфотея. Перед нами два персонажа, он и она. Ее социальный портрет – пианистка-педагог, профессор, женщина средних лет, одета невзрачно, строго и незаметно. Но в душе, какие кипящие страсти! Его социальный портрет – пианист, молодой, привлекательный, значительно моложе нее, страстный и, по всей видимости, имеющий небольшой опыт общения с женщинами. В начале знакомства она ведет себя надменно, свысока, на секунду приближает и на две отодвигает. Шаг вперед, два в сторону, шаг назад и снова шаг вперед, два в сторону. Отличная манипуляция. Помним это правило пикапа. Постепенно подпускает его ближе. Проворные пальчики молодого пианиста, бегающие по клавишам, пробуждают в ее душе нотки заинтересованности. Его несмелые аккорды попадают точно в эпицентр ее пока еще дремлющего вулкана. И снова шаг вперед, два в сторону, шаг назад. И еще шаг вперед, два в сторону. Он заинтересован, взволнован, пробужден. Его внутренний охотник готов к прыжку. И все бы шло как должно, но при первом же сближении с нею, этой весьма странной особой, он сталкивается с ее особенностями поведения, особенностями в интимном ракурсе. Эта женщина – загадка. Он даже представления не имеет о том, что она делает с собой дома, в ванной комнате. Она уединяется, скрываясь от постороннего взора. Она сидит, широко раздвинув ноги на краю ванны. Держит зеркальце так, чтобы все было открыто для взора. И выполняет некое ритуальное действие. Это акт подавления собственной привлекательности. Это отрицание сексуальности и укрощение тела, почти самобичевание. Это отрицание того, что я женщина, и у меня есть все признаки женского пола. Это отвержение себя как женщины в целом. Сделаем отсылку к психологии. Кто и что оказывает влияние на развитие нашей сексуальности? Правильно, в этом вопросе очень важны наши отношения с родителями. Их отношение напрямую влияет на формирование нашей сексуальности. Все в соответствии с Эдиповым комплексом и комплексом Электры. Для справки. Эдипов комплекс – понятие, введенное в психоанализ Зигмундом Фрейдом. Оно обозначает платоническое влечение к родителю противоположного пола и двойственные чувства к родителю того же пола. Влечение ребенка может быть как сознательным, так и бессознательным. В общем же смысле Эдипов комплекс обозначает имманентное, универсальное, бессознательное, эротическое влечение ребенка к родителю. Комплекс Электры
Аналог эдипового комплекса в теории психоанализа заключается в неосознанном влечении девочек к собственному отцу и враждебности к матери, а также в соперничестве с ней за внимание отца. Комплекс назван по имени мифологического персонажа Электры. Стоит ли говорить о том, насколько важна просвещенность родителей в этом деликатном вопросе? Призываю родителей быть внимательными и доброжелательными к своим детям. Ведь наши дети – это будущее взрослые, это наше будущее в целом. Речь идет о психическом здоровье последующих поколений. Это важно. Вернемся к нашей героине. Несложно догадаться, что перед нами женщина с искаженно сформировавшейся сексуальностью. Это тот типаж женщины, про которую можно подумать. Женщина-загадка. Молодой пианист весь во власти интриги. Раз загадка есть, нужно разгадывать. Странная, загадочная пианистка берет в оборот молодого протеже. Ее приказы в его сторону начинаются очень скоро. «Не дотрагивайся до меня, смотри в лицо». Он не знает, как себя вести в такой коммуникации. На словах она декларирует одно, но ее тело говорит прямо об обратном. И это не столько о манипуляции, сколько о непреодолимом желании того, чтобы ее баррикады были взяты штурмом. Отдаться через запрет, отдаться через силу, отдаться через боль, отдаться через страдание, отдаться, не отдаваясь. Почему так происходит? Каковы ее мотивы? Приглашаю к размышлению. А еще буду рада подписке и лайку. Замечали ли вы в комментариях под фильмами некое явление? Довольно много девушек говорит о том, что любят сцены насилия. Да, именно так. А некоторые прямо заявляют, что фантазии об изнасиловании очень заводят. Почему так? Предположим, если девочка росла в семье без отца, она просто не знает теплых чувств или не имеет представления о том, как взаимодействовать с мужчиной. Или отец был, но жестокий, и в ее представлении о мужчине сила, а вернее насилие, являются проявлением якобы мужественности, но это заблуждение. В насилии читается буквально то, что и есть: «Возьми меня силой». Я не принимаю решение быть с тобой. Я не принимаю решение заняться с тобою этим. Я вообще не способна принимать собственные решения. Реши за меня. Возьми силой. Следует отметить, что фантазии часто именно ими и остаются фантазиями. Далеко не каждая готова впустить их в действительность. Итак, какими могут быть мотивы женщины в фантазиях об изнасиловании? Это тенденция подмены понятия мужественность на агрессию. Повторение привычной модели поведения в семье, где насилие было обычной формой коммуникации. Желание отдать ответственность за происходящее другому. Я тут ни при чем, это все ты. Нежелание раскрываться как женщина и проявлять инициативу. Это не я так хочу, это ты сам. Стремление взять насилие под контроль. В фантазиях оно полностью подконтрольно. В ролевой игре с партнером частично. Или же это вовсе иллюзия контроля. Тяга к завершению процесса насилия, которое когда-то, там и тогда, длилось долго.
то самое закрытие гештальта. Что-то еще, исходящее из конкретной ситуации. Предложение, какими бы ни были его мотивы, рождает спрос. И такие мужчины, в ком довольно ярко выражен первобытный звериный инстинкт, находятся. У них, конечно, свои мотивы, но мы сейчас не про них. Еще пара слов о психологии. Немного скучной теории, но это важно. Если психология не интересна, перемотайте на пару минут вперед. Итак, в формировании личности человека важна не только коммуникация в семье. Первично важно формирование я-концепции в нежном периоде младенчества. Поговорим о роли матери в формировании личности ребенка. Между нашей героиней и ее матерью сложились такие отношения, которые можно смело назвать невротическими. Дочери систематически прилетали обидные слова и пощечины, и другие неприятные выпады со стороны матери. Это вместо той безусловной материнской любви, которая важна для каждого ребенка. Как формируется наш образ «я» в стадии младенчества? Известный американский психолог Карл Роджерс выдвинул теорию. Когда образ «я» только формируется, он регулируется исключительно оценочным процессом своего организма. Младенец оценивает каждое новое переживание с позиции того, полезно ли то или иное соприкосновение с действительностью или не полезно. Это так называемый процесс актуализации. Например, голод, жажда, холод, боль и неожиданно громкий шум оцениваются негативно. Они мешают поддержанию биологической целостности. Пища, вода, безопасность и любовь оцениваются позитивно. Они способствуют росту и развитию организма. В некотором смысле оценочный процесс является контролирующей системой, которая способствует правильному удовлетворению потребностей младенца. Младенец оценивает свои переживания в соответствии с тем, нравятся ли они ему или не нравятся, доставляют ли ему удовольствие или нет, и так далее. Такое оценивание проистекает из его спонтанной реакции на непосредственные переживания. Переживания в виде разнообразных внешних стимулов. Хочу отметить в данном моменте, что на формирование нашей «я-концепции» огромное влияние оказало то, насколько комфортно было в детстве именно в биологическом плане. Именно в этом моменте мог произойти условно сбой системы, если оценочный процесс организма распознал переживания как негативные и разрушительные. Именно тогда, в глубоком детстве, наша «я-концепция» могла дать трещину. И в этом нет ни нашей вины, ни вины наших родителей. Возможно, они не могли тогда обеспечить более оптимальный уход и заботу. Это вообще не про вину. В развитии личности, согласно теории Роджерса, отношение к человеку близких людей, прежде всего родителей, является очень значимым фактором. Подробно об этом рассказываю в бесплатном курсе «Образ Я». Его можно посмотреть на канале по ссылке под видео. Продолжим повествование. Напомню, это избранник нашей героини, молодой пианист. Игра начинается. Крючок заброшен, охотник включен. В начале игры охотники оба. Игра захватывающая, игра опасная. Вот только слишком быстро она раскрывает карты. Слишком опрометчиво разрешает недопустимые и опасные действия. Слишком скоро развязывает ему руки, а свои опускает безвольно.
сама. Внимание! Насилие в жизни – это немножко не то, что на экране. Это намного дальше от фантазий, порно и лайтовых вариаций БДСМ-игр. Насилие в реальности, оно, скажем, более физиологично. Если кровь на экране – это цветная непонятная субстанция, то в реальности узнаешь ее вкус на своих губах. В киношной зарисовке все увлекательно. Его мускулы создают красивый образ мощного торса, и это так волнует. Если грубые объятия в фантазиях – это какой признак страсти, то воочию услышишь треск своих суставов. Неожиданно прочувствуешь себя расплющенной, начнешь задыхаться под его мощным натиском. А еще бывает, что этот вздох станет и вовсе последним. И потом об этом напишут в новостях незаметным мелким шрифтом. Может быть, напишут. Это будет одно короткое предложение в разделе «Криминал». И в этом упоминании будет и твоя страсть, и мечты, и последний миг жизни. И угасающая боль слабо напомнит: алло, не слишком ли сильно мы заигрались? И все. Больше ничего. Героиня фильма идет своей дорогой в последнем кадре. У нее своя игра. Своя мелодия насилия. Оставим ее с теми выборами, которые ей нравятся. Внимание! В ходе повествования могли возникнуть вопросы. Что, если вы узнали в некоторой степени себя в героине фильма? Что, если отношения с партнером складываются криво или вообще никак? Для начала важно само осознание происходящего. Нам важно вывести эмоции на поверхность, чтобы они стали хорошо видны и понятны. Тем, что распознано, можно управлять. А далее каждый принимает свое решение. Если удовольствие от игр про насилие перевешивает ущерб, можем принять решение оставить как есть. Если при осознании получается, что ущерб слишком велик, и мы не готовы получать удовольствие такой ценой, впереди ждет психотерапия. Что, если вы узнали себя в герое, которого втягивают в странную ролевую игру? Все то же самое. Тут важно именно осознать, что со мною происходит, остановиться и подумать. Важно ли для меня иметь отношения с партнером? Играть единую мелодию, переплетаясь пальцами на волшебных клавишах? Или предпочтительнее стоять одной у окна, ища поддержки у безмолвного рояля? В процессе думания можно посмотреть фильм «Пианистка» 2001 года с Изабель Юппер, очень своеобразной, талантливой актрисой. Это если психика стабильна. Если нестабильна, лучше воздержаться от просмотра. Фильм непростой, да и психология – это не про эйфорию веселых плясок на танцполе и не про релакс на шезлонге у моря. Психология – это про наши сложные эмоции и порою странные состояния. Благодарю за внимание. Ваша автор Инфотея. До новых встреч. Пока-пока.